Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайки сами себя не поставят. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто я для окружающих меня людей? Да, посмотрим. Постараюсь не затягивать. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Начинается. Вампиры какие-то, жадины. О чем это? Такое странное сочетание карт. Так, девочка, для которой очень важна семья, поддержка семьи. Почему-то девочки, вот не знаю, как-то он так выхватывается из этой сигнификации. Такое ощущение, как будто бы вы столько надежд возлагали на, допустим, построение гармоничных отношений с супругом, с каким-то партнером, создание семьи. Для вас это было очень важно, архиважно. Но тут как свинью вам кто-то подложил. Отчасти, девочки, показано, отчасти, ну не буду говорить, кто виноват, да, отчасти просто показано, что вы как с завязанными глазами. То ли длительное время были, то ли вы выбирали этого же спутника жизни. Где-то как с завязанными глазами. У кого-то это недостаток опыта. То есть понравился партнер, да, и вы, может быть, не соизмерили, даже не сопоставили, да, настолько он может быть так там привлекателен, общителен, там, уж не знаю, по каким-то вы его критериям отбирали. Но для построения серьезных отношений, вот в паре, в тандеме, для того, чтобы быть счастливой, он по каким-то признакам, может быть, не подходил. Но это опять-таки, может быть, недостаток вашего опыта. Тут почему-то говорят, что вот вы с кем-то начали эти отношения выстраивать, а потом как будто бы так начали раз от раза смотреть, и там как-то вот что-то не ладится, и там по каким-то вот, даже не знаю, как правильно сказать, вот какие-то как звоночки. Ну, уже говорю, шли в одно, с надеждами на одно, на одни отношения, на построение их. Ну, понятно, у каждого из нас классные, радужные надежды, мы это все, где-то кто-то в иллюзиях летает. Но тут почему-то говорят, что как будто бы вот тут... Сейчас, о чем это? Глазки завязаны ваши, это о чем? Так, не знаю, почему-то они мне показывают. У кого-то в отношениях отношения еще, можно сказать, теплятся. Может, до конца не разводитесь, вы до конца никаких там шагов уже конкретных вы не предпринимаете, потому как могут по солнцу детки еще быть у вас. Да, может, семью сохранять отчасти из-за наличия деток. В принципе, вот почему-то мне тут показано, как будто бы вы могли долгое время соглашаться на какие-то вот форматы взаимоотношений, на какие-то вот отношения этого супруга, мужчины, проявления. Вот как подчинялись вот этому вот, ну, соглашались, все-таки надеялись на то, что, может, отношения или выйдут куда-то, или перерастут во что-то более вас устраивающее. Ну, тут такая история какая-то, что тут карта очищения, как будто бы вам то ли все уже поднадоело это, или вы как будто бы, ну, тут я не говорю, что вы тут повязку сняли, ну, тут как будто бы вы для себя в моменте, может, решили, что хватит уже. И это не значит, что вы там разводитесь, расходитесь, но у вас тут как будто бы есть
желание по этой лестнице вперед идти, и тут карта одиночная. Это больше, как вы говорите, ну хорошо, если тут у меня чуть не ладится, может быть, пора мне обратить внимание там, так, свою какую-то реализацию, посмотреть на себя, ну, не в контексте, в связке с кем-то, а вот как на личность, как на человека, который сам по себе вот чего-то стоит, без привязок к семье, к деткам. В принципе, тут вас показана женщина, которая, может быть, как длительное время, как дремала, надеялась на что-то, а тут вот карта огонь, где-то опять желание, может быть, реализовываться, что-то творить, куда-то идти. При этом карта воительница, это больше уже из позиции эмоций под контролем мы держим, не поддаемся никаким всплескам, ничего нас там с головой не накрывает. Скорее холодным разумом, уже как-то как аналитики, да, разложили по полочкам. И прекрасно понимаете, что жизнь проходит, а хотелось бы где-то что-то куда-то как-то реализоваться. Без привязки уже к мужчине. При этом эти все мысли вас могут посещать, это все как будто бы вот уже наболело, накипело, оно уже даже не столько болезненно, оно уже как осознанное, выстраданное. Просто принятие того, что даже, может быть, многими уже не думают и не мечтают о другом мужчине, о другом союзе. Как где-то уже принятие того, что есть. Кто-то даже со связанными глазами не знает, нужно из этого союза выходить, не нужно. Какие-то, может быть, взвешиваете все за и против. У кого-то эти зоны комфорта, у кого-то детки. Ну, кто-то, конечно, может еще какого-то мужчину и ждет. Потому что тут карта всадник, это такое вот. Но опять-таки, такое ощущение для вас, как будто бы сейчас вот я как в маске. Тут глазки завязанные. Как будто бы вы не видите, как из этого всего вам и куда выплывать, и куда. Может быть, у кого-то общая недвижимость, у кого-то общий бизнес. Детки, еще раз повторюсь. Как будто бы что-то есть то, ну это как всегда, да. То ли ради чего, или из-за чего мы не принимаем вот этих окончательных каких-то решений. В общем, состояние такое вот, вы, может быть, сейчас для себя выбираете такую тактику в маске, вот как ходить, где-то скрывать свои, даже, может быть, раздражение свое, если это вот в семье, в союзе с кем-то, претензии какие-то, может, вы периодически они у вас проскальзывают, но больше под маской вы их скрываете. Вот эти все свои мысли какие-то, очень много как будто бы скрыто. И отчасти потому, что вы не видите выхода, вот как лабиринт. Ни конца, ни края, ни входа, ни выхода. Как будто бы уже давно вы в нем блуждаете, и на самом деле, ну, может быть, смелости нет, может быть, все взвешиваете, считаете, у вас какие-то, может, вторичные выходы. Ну, как будто вот в этом лабиринте вы находитесь. Кто-то все равно ожидает по всаднику, что то ли мужчина какой-то в вашу жизнь все-таки проявится, ну, тут у единицы, или же, скорее всего, вы надеетесь, что, ну, может быть, какое-то будет новое событие в вашей жизни, ворвется, может быть, какое-то стечение обстоятельств, как-то куда-то что-то выведет. Все равно вот эти вот глазки завязаны, они как будто бы, ну, решение проблемы, оно не приходит. Нет разрешения проблемы. Вот что-то тут вот такое вот, девочки. Ой, вот если давайте карты посмотрим. Так, дуальность. У кого-то, девочки, вплоть до того, что тут карта дуальность, вы тут теневая ваша сторона, и светлая сторона, и темная, как у любого из нас есть эти теневые стороны. Тут рядом с картой семья. У кого-то вообще могут быть такие мысли по поводу того, что, может быть, мне даже самой будет и легче, и лучше. Может, не хочется уже даже каких-то построения таких отношений. У кого-то с девочек и так пройдет. Что где-то не то, что там претензии, а сознание даже по поводу самой себя. Нужно ли оно мне уже? Может быть, я буду счастливее, если я буду тут. Ну, это же не то, что одна, может быть, какой-то гостевой брак, общение просто с мужчинами, но не создание уже союза. Вот это вот крепкого, может, как у многих в юности к этому стремишься. Тут что-то мне тоже об этом. Такие мысли могут посещать. Как будто бы женщина пытается разобрать вот эту даже теневую сторону свою. Я же говорю, как будто бы разобрать и подумать, а зачем мне это, насколько для меня это выгодно. Вот как-то так уже, вот как-то отстраненно. Так, вампир, это вы. Какие-то люди.
О чем это? Вот опять какие-то карты такие странные выходят. Опять карты род из другой колоды, как будто подчинение. Вот, будто бы вы могли длительное время закрывать потребности ваших близких. Там есть у вас вот, семья, да, ячейка общества. И где-то может быть партнер, я не говорю, что он там навязывал, но как будто бы оно в принципе вот как давлело над вами, висело. Вот, мы это делаем, для нашей семьи это выгодно. И вот на первое место, вот же говорю, в приоритете ставились вот потребности семьи. Наверное, так и нужно. Но тут прям идет такое ощущение, как будто бы вы подзадолбались, вам это чуть поднадоело. Потому что это какое-то как растворение, ну где-то может в партнере. Как будто бы вы себя где-то отчасти потеряли. Потому что тут подчинение, цепи вокруг шеи. И карта род семья. Может быть, это даже элементарное. Тут девочки... У кого-то проиграется вот в связи с этим, у вас хотелось бы по карте звезда, это свой путь, свою реализацию, свое призвание, разобраться, найти, да, разобраться, чего истинно вы хотите, опять-таки без привязок к вот этому вот коллективному чему-то. Не хотелось бы вам уже закрывать чьи-то потребности, вам хотелось бы подумать о себе, любимой. У кого-то тут все-таки материалка, вот эту карту жадность. Я спрашиваю, я не могла понять, о чем это сразу. Карта жадность. Видите, тут стоит такой мужчинка и это, огромным пусиком подпирает эти монетки. У кого-то это жадность в каком плане? В том плане, что вы не хотите сочетание, тут первое дьявол, этот не дьявол, дьявол тут вампир. И вампир и жадина. Странная такая сигнификация, девочки. И это в кои веки вампир и жадина, это на вас. Это о чем? Это о том, что настолько для вас уже вот оно накипело, наболело, что вы тут уже занимаете какую-то такую четкую позицию, что не хочу я больше ни в кого вкладываться, не хочу я там прислушиваться, кто что хочет, и ублажать кого-то, и слишком там перед кем-то, ну, не знаю, поклоны бить, и там заглядывать в глазки, спрашивать, а чего ты хочешь, там, о себе по остаточному мнению, принципу. Тут как будто бы вы тут, отчасти вот этот род, это какие-то родные люди. Тут наоборот, у вас такое желание никому, ничего. Ну, я не говорю, что вы там прям жадная особа. Может быть, там в моменте там вы там, не знаю, получили это, зарплату, и понятно, что это накупили подарков всем. Но тут как будто бы вы говорите, я столько всего старалась, а я не получила в вашем понимании, вы как по заслугам не получили, вы обратной какой-то реакции не получили, вы сейчас к тому приходите, что как будто бы у вас такие все-таки ожидания какие-то были, что если вы, может, где-то даже жертвите, где-то идете навстречу близким людям, то и взамен как-то должны что-то получить. Ну, не знаю, девочки, мне так сегодня читается. Тут история о том, что карта сад — это реализация в социуме, дьявол. Тут опять-таки как будто бы хочу больше своим чем-то заняться, что чем-то таким, которое меня будет будоражить, где-то радость мне жизни принесет, где-то как будто я вздохну полной грудью, где-то как будто бы глазки опять заблестели. И тут нет подтекста каких-то там любовников мужчин. Тут есть подтекст такой, как я хочу быть счастливой, радостной, веселой, наполненной. Вот тут что-то такое. Опять-таки вампир в связи с этим. Может быть, вот я же говорю, такое сочетание получилось, как будто бы вы говорите: да не хочу я больше никому ничего отдавать, я хочу брать, хочу радоваться жизни. Но тут почему-то у меня тоже такие карты странные этого вампира. Карта маска, ваша карта, карта зелья, крысы, иллюзии. Вполне возможно, но тут тоже. Так, о чем это крысы? Такое, как, знаете, послевкусие, вы говорите, сколько было не нужно потраченной энергии, сил, ресурсов на какую-то любовь,
карта зелья, которая оказалась туман развеялся, и оказалось, что тут не любовь, не вино любви в кубке, а какой-то вообще, какой-то суррогат, да, отрава, яд такой токсичный. Какое-то разочарование в людях, которые тут прям с иллюзиями с вашими какими-то вы столкнулись. Карта крысы — это как за спиной люди у вас могли в один момент проявиться очень некрасиво в вашу сторону. Но как будто бы с этим все покончено, и вы как даже осознали что-то, да, осознали. Наказание, третье лица. Где-то у кого-то, если была история, может быть, там, да, кто-то не свободен, там эти какие-то третьи лица, то тоже вы понимаете, что лучше с женатыми не связываться, это наказание будет. Как минимум вы будете страдать, как минимум не будете чувствовать себя то единственной. Ну, как будто жизнь продолжается, да, но в вашем, вот, можно сказать, анамнезе, сколько всего было у вас, всего этого показано, где-то закономерно, даже вы понимаете, что где-то я сама себе занизила эту планочку, сама я могла где-то как-то себя по-другому вести. Ощущение где-то как сама себе не дала шанса. Вот так вот как-то. Может, страхи. Как бумеранги какие-то летят. Вот бумеранги летят за, может быть, не шансы, которые не взяли, или наоборот, шансы, которые давали не тем, кому нужно. Но от этого какое-то сейчас вот сформировалось такое отношение вообще, четко уже какой-то раз вы видите на подходе. Этот человек потребитель, да, нет. Особо вы не заинтересованы даже в людях, особо не вижу, что вы были заинтересованы сближаться с кем-то. Какой-то такой период, где почему-то вам кажется, даже лучше уже мне быть одной, чем, да, лучше никак, чем как-нибудь. Так, о чем мы смотрим? Кто вы для окружающих людей? Да. Кто вы для окружающих вас людей? Этот расклад актуален в то время, когда вы его открыли. То есть, кто вы для окружающих вас людей? Кто вы? То есть, если вы посмотрите похожий расклад там через 3 месяца, это будет совершенно иной расклад, понятно. И озвучена будет другая информация. Кто вы для окружающих вас людей? 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 Начинаем. Карта, смотрите, там ваша сигнификация, она была последняя. Женщина как с завязанными глазами. Вот этот триплет сразу мне показывает. Люди на вас смотрят и говорят, как она может себя недооценивать, как она не видит очевидных каких-то вещей о себе. Тут не о них, а о себе. Потому что они видят вас тут, эта карта покровитель высших сил, как будто бы покровительство. То есть и карта принцесса. Тут да, нам вот так, если вместе читать, вот все в контексте, можно сказать, люди про вас, думают, говорят. Ее так наделили, допустим, высшие силы. Кого-то внешние данные прекрасные, да, генетика, там папа с мамой. У кого-то интеллект, у кого-то какие-то способности, таланты. В принципе, как-то вам говорят люди, вот какая вы для окружающих. Первое впечатление, как будто бы вы сами себя недооцениваете. Вот эту планочку то ли не нужно давным-давно уже поднять, то ли как минимум уже какие-то страхи убрать и реализовать хотя бы то, что заложено уже. То вот вас видят принцессой. Вот не дать не взять. Вот такой женщиной, красивой, ухоженной, самодостаточной, серьезной даже, глубокой. А тут ощущение, как будто бы вы это в упор в чего-то не замечаете, то ли обесцениваете, то ли опять-таки даете какие-то шансы непонятным людям. Вот как будто бы женщина сама себе на 5-ю точку то ли приключения находит, то ли не дает даже шансов.
себе вот где-то. Вот пора будет эти, как будто бы открыть эти глазки, эту повязку самостоятельно снять с глазок и сказать: я разрешаю себе быть счастливой, я разрешаю себе жить. Ну, вот как-то так. Почему-то, извините, у меня карты упали. Вот у меня такое вот ощущение от вот этих даже карт. Я понимаю, никто из нас не обязан отыгрывать чужие ожидания, надежды, которые типа на вас кто-то возлагает. Но по вот этим картам, как будто бы они на вас смотрят, многие люди, и кто-то говорит: я там думала, она там счастливая, в семье, там, может быть, карьера. Как будто бы они смотрят, и они понимают, у вас столько достоинств. И опять-таки, как будто бы в этой карте тут вы можете быть мамочкой хорошей, тут добрый, светлый человек, заботливый. У кого-то даже проиграется так, люди на вас смотрят и говорят: где-то какие-то проблемы в вашей жизни из-за вашей, не хотелось бы мне так говорить, но излишней доброты, из-за лишнего какого-то человеколюбия и какого-то принятия, может быть, даже поступков людей, которые, ну, не очень хорошо как-то себя ведут. То есть вы можете закрывать глаза на какие-то проявления людей, которые, ну, гадко поступили с вами раз, а потом вы, по идее, вот так, если по-мудрому, по-умному, все, этих людей нужно вычеркивать. Ну, шансы, как правило, людям, ну, глупо давать, вторые, третьи. Ну, я не знаю, дело ваше, потому что люди не меняются. Как будто если они вот раз там как-то предали, раз там как-то вас подставили, про вас гадости сказали, то очень глупо надеяться, что они изменятся. Как будто бы даже тут история о том, что вы, может быть, не то окружение какое-то выбираете. Некоторые на вас смотрят, вот люди, и говорят: блин, ну, она, по идее, должна там где-то вообще, ну, я не говорю, что вы должны там блистать в высшем обществе, но как будто бы вот тут при наличии ваших, тут интеллекта, каких-то, может быть, знаний, умения там обрабатывать информацию, как-то вот тут как-то коммуницировать, вот как будто бы вы должны к чему-то, не то что там стремиться, а тут как будто бы вот перед вами, по идее, вот дороги перед кем, а им кажется, а вот перед вами точно дороги должны быть все открыты. Вот кто, а вы точно должны быть и счастливой, и реализованной как-то. Ну, вот такое вот. Что-то идет, девочки, так. Так, тут многие с вас даже как пример могут брать. По идее, да, вот как изначально знакомятся, а потом они смотрят и думают: да что же она как будто бы себя занижает. Что она там не воспользовалась чем-то, там не воспользовалась. Я понимаю, ну так звучит, знаете, как в чужих руках всегда все красивше, но как есть. Так, кто вы для окружающих людей, класс людей? О, а кто-то еще говорит: да она такая упрямая. Она вот свое что-то вбила в голову, у нее свое видение мира. Тут упрямство. Опять-таки так. Тут тоже так интересно, как будто бы вы сами себе, понятно, вы, каждый из нас себе, в принципе, старается быть хозяином, но тут такое ощущение, как будто бы они говорят, что проблемы на самом деле не в окружении вашем, а в вас. То есть, если в вашей жизни что-то не ладится, они тоже говорят, что вот при наличии вот этого всего потенциала, внешности, там, интеллекта и всего-всего, а вот какой-то вот у вас такая, как это... Не знаю, не буду там сейчас кричать громко, механизм саморазрушения. Но нет, это не это просто как будто бы вы где-то слишком упрямы, и упрямо, может быть, не хотите с чем-то мириться. Не хотите даже для себя осознавать, может быть, вот взаимодействие. Выбрали мужчину какого-то, и он уже там, ну не знаю, на второй месяц там или... на 5-й месяц, он уже показывает себя как-то очень некрасиво, допустим, какие-то эти звоночки есть. По идее, вот взаимодействие, уже взаимодействие с вами, вот карта смерть, как будто бы уже все не идет не так, как вы хотели бы, а вы можете из упрямства цепляться или стараться надеяться, что вы его переделаете, или вот как будто бы вы повлияете. Тут какой-то такой подтекст, девочки, как будто бы говорят, что
Это просто нужно развернуться, да, и у тебя такой выбор, такая женщина может цепануть тут, ну не то что любого, но очень многих, выбор у вас есть. А вы будете вот свою энергию, молодость и красоту прямо тратить на какого-то товарища токсичного, с которым опять-таки потом отношения вообще не выстраиваются. Если выстраиваются, то опять это такое на грани, ну я же говорю, разрушения. Может быть, сейчас будет кому-то обидно, но то, что я вот вижу, как будто бы даже могут люди, ну, думать, говорить, да, вот как будто бы это даже близкие могут вам люди говорить, что да что ж такое, такая красивая, вроде бы все должно быть хорошо, видите, какая женщина красивая. Ну, как какое-то проклятие. Я не говорю, что это на самом деле это проклятие. А отчасти почему по карте подсолнух? Потому что идет, с одной стороны, упрямство, там, где его не должно быть, да, там, где вы должны выбирать себя всегда, там, где вы должны тут как-то более легко отпускать ситуацию, да, и не пытаться вот этот снежный ком дальше его катить и этим самым разрушать в первую очередь свою жизнь. А с другой стороны, карта подсолнух отчасти говорят, что это просто, может быть, у кого-то как родовые программки. Подсолнух — это карта человека, который подстраивается. Вот это же цветочек, он поворачивает свою головку к солнцу. То есть постоянно он как бы поворачивается, подстраивается, старается где-то, ну, может быть удобным, боится говорить такой человек, лишний раз сказать нет, кого-то обидеть. То есть чьи-то, опять-таки, какие-то желания, приоритеты, потребности какого-то человека, близкого, наверное, на первое место ставятся. Тут как-то так, девочки, тут как-то... Я же говорю, для кого-то это может как проклятие быть. В каком плане? Потому что если там, я же говорю, эти родовые программы, там у мамы там выбор был, вполне возможно, что вы очень привлекательны. Может быть, и мама была привлекательна, но при наличии огромного количества поклонников, серьезных, несерьезных, это уже такое дело, все мы выбираем. Но при всем при этом как будто бы выбирается какой-то партнер, мужчина, делается выбор в сторону мужчины, которого потом неизменно ставят женщины на пьедестал и где-то жертвят, где-то как служат. Ну, в этом ничего плохого служить, но и когда это не жертвенное такое, когда это со стороны мужчины уже в потребительство превращается, то тут уже проблемы для вас. Но тут многие так могут думать, говорить о том, что вы как будто бы по этой карте подсолнух, и где-то вы подзабиваете на себя, хотя такого не должно быть. Потому что говорят, при всем при том, чем ее наделила природа, она должна тут цвести и пахнуть, она должна кайфовать, ловить радость от жизни. Ну вот смотрите, вот какие-то карты, они говорят о том, что башня, может быть, мужчин выбирать тоже, каких-то таких, с которыми отношения трудно реализуемые. Потому что это эротическая колода, и в этой колоде башня — это отношения, порицаемые социумом, отношения трудно реализуемые. Допустим, выбираете мужчину, даже не обязательно, что он там женатик, хотя у кого-то так проиграется. Вот тут карты король воздуха, слуга земли. Король воздуха холодный, мужчина, который не дает вам заботы, внимания, или не в том объеме, в котором вам это нужно. Может, сразу там проявляется как-то интересно, да, ярко. Вы влюбляетесь, а потом вы сталкиваетесь с тем, что для мужчины тут вот такого плана, король воздуха, он для себя на первом месте, его какие-то мужские увлечения, там, не знаю, охота, рыбалка, я уже не знаю, у кого что там. Как будто бы он больше на себе зациклен. И это вообще человек не наполняет вас, не вдохновляет, не поддерживает, уважения как такого нету. Тут больше на себе сфокусирован. И вы понимаете, что с одной стороны вас и тянет к такому типажу. Кстати, у кого-то может проиграться, если папа был холодный, отстраненный, не давал этой заботы, да, то вас подсознательно тянет таких партнеров выбирать, которым вы должны, не знаю, тут из упрямства, может быть, стараться им доказать, что вы им нужны, что он должен вас любить. А он тут никому ничего не должен, он живет и радуется. Опять-таки можете выбирать мужчин по слое земли. Это скверный характер, это человек, который, как серый кардинал, может как манипулировать вами, управлять вами. Человек, который как постоянно гиперконтроль какой-то. Ну я же говорю, тут
тут почему-то вот такой подтекст есть. И это вот окружающие вас люди вот так это воспринимают, что вы делаете выбор не в сторону, выбор какой-то не совсем их понимании понятный. Понятно, как будто бы понятно, что ни черта не понятно, что почему вы вот такая вот выбираете каких-то партнеров, для них не ясно, непонятно. И при этом упрямо за это цепляетесь, и как будто продолжаете в связке в этой быть. Девочки, что вышло, то вышло. Но меня вот это радует то, что, допустим, у кого-то из вас сейчас такой период, тут карта «Хрустальная туфелька». Вот карта, она говорит о том, что, видите, вот принц предлагает эту хрустальную туфельку девочке нога 30, допустим, 39 размера, а туфелька 36, да, и эта девочка изо всех сил старается втиснуть эту свою ножку в эту туфельку, ломает себя, если так пафосно сказать, свою судьбу, свои желания, свои какие-то стремления для того, чтобы все-таки он ее выбрал, чтобы вот, не знаю, этот принц остановил на ней свой выбор, чтобы перестал сравнивать, перестал там какие-то устраивать эти кастинги. По факту, что она получает? Она получает хрустальную туфельку, в которой ходить невозможно. Дискомфорт, боль. И принц оказывается вообще непонятно, не принцем, а каким-то гастробайтером. И это пластик вообще китайский, а не хрусталь. Ну, что хрусталь, что китайский пластик. Смысл вот этого всего, что очень много принесено жертв в моменте, желания подстроиться, как-то подсолнух, желание где-то даже забыть на себя. Вот тут как-то упрямо не видеть себя, свои потребности, упрямо не видеть потенциал свой. То ли из страха, то ли из какого-то внушенного, то ли чувства вины. Что-то тут с этим вот есть это такое вот. Но вот меня радует то, что в конце вот люди что тоже, кто вы для окружающих вас людей, вполне возможно сейчас люди, вот в данном случае мужчина, наверное, который вам вот какую-то предложил вот типа вот такую вот хрустальную туфельку, то сейчас вполне возможно, как у вас пришло осознание того, что а вам он и то ли не нужен, то ли вы точно уже не хотите отыгрывать ничьи там сценарии, проигрывать, не хотите жить по его правилам. Вот как истина вам открылась. Вот, то есть для вот это то, что я вам говорю, вы уже на самом деле это все знаете о себе. Вы уже, по крайней мере, приняли это, осознали. Будем надеяться, что в дальнейшем будете как-то по-другому действовать, тогда результат будет другой. Ну, вообще выбирать вам, и решать вам, и поступать вам. Как-то так, девочки. Вот по этим последним картам я вижу, что люди вас видят, женщина, которая очень поменялась, какая-то стала, осознанная, понятно. Женщина, которая старается сейчас вести себя даже по-другому, не так, как раньше. Я спрошу все-таки. Они видят вас женщину, которая меняет эту свою какую-то модель поведения с мужчинами. Ну да, смотрите, как будто бы раньше для вас это было нормально. Какие-то сценарии. Женщина в паутине запуталась, в паутине страстей, иллюзий, надежд. Карта всадник. Подпускала к себе мужчин, которые по большому счету, когда приехал, тогда и вовремя, никаких особо, знаете, не то что там вложений, не буду сюда тут материально притягивать. Всадник — это мужчина, который по нижним чакрам приехал, ярко проявился, не особо спешит взять ответственность. Даже если берет, то опять-таки по всаднику, он как сам по себе, знаете, вот скорее всего у него жизнь своя классная. Такое вот. А вы, как получаетесь, запуталась в этой паутине. Как, куда теперь выпутываться, непонятно. Вообще в паутине, как правило, жертва запутывается, правда? Вот как-то так. А теперь вот последняя карта — очищение. Видите, вы как под водой, и сейчас вот на рука уже наверху, вы как сейчас будете вверх подниматься, как вынырнете, вот, и наконец-то вздохнете полной грудью. Вот такой вот, как будто вот вас такой видят. Женщина, которая вот где-то вот эти вот программки разрушает уже в процессе, уже по-другому себя ведет, может быть, на пути к чему-то новому. Очищение — это в любом случае прекрасно. Для вас это точно плюс. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.